мучение, если человек мучается. Вот мучается из-за родственников, мучается из-за налоговой, мучается, не знаю, из-за трудностей, мучается из-за бедности, из-за постоянных непонятных болезней и так далее. Мучения. Очищается и так далее. Ну, не заканчиваются они у него. Значит так, берете этого человека за руку или сами идете. Еще раз говорю, если вы очищаете человека издалека, вы это все приобретаете за его счет и идете. Вы не имеете права ничего покупать за свой счет. Если вы очищаете человека от смерти, человек должен пострадать, он должен откупиться. Не откупиться, отдадите своего ребенка, свою мать, своего близкого человека. Вы меня понимаете или нет? Самая главная ошибка знахарей и прочие, которые теряли родных и близких, было в том, что они считали, что не нужно ничего брать, что пусть человек сам решает. А человек решал так: за снятую смерть 500 рублей. То есть не соответствовала жертва и помощь. Понимаете? Энергии не соответствовала. И вот то, что не соответствовало, то, чего не хватало, силы брали сами, но брали у тебя. Поэтому не слушайте никого. Пусть говорят, что хотят. Хотят, пусть идут к этим бабкам. Кто сколько даст, за булочку, за стакан молока, я не знаю за что. Если у них будет толк от этих бабушек, я буду за них рада. Но если эти бабушки вот так берут и жертвуют своими детьми, это очень зря. Итак, моя бабушка тоже пожертвовала своей дочерью, пока не поняла и не перестала делать просто так. Она заставляла то копать огород, то дрова принести. В любом случае она что-то брала. Начнем. Нужно приобрести человеку икону 40 мучеников. Есть такая икона. Чашу для благовония, ну или окуривания благовония вот, для ладана. Ладан, 40 свечей, черный хлеб, водку и золото, и золотую вещь. Еще раз говорю, если человек далеко, значит, приобретать это вы все сами. Если человеку хочется избавиться от своих мучений, он это сделает. Если он не хочет этого делать, значит, эти мучения ему достались не просто так, пусть мучается дальше. Это его право. Вы не обязаны никого уговаривать, просить, отговаривать, я не знаю. Вы сказали четко и ясно, вот это нужно. Икона 40 мучеников, чаша для благовоний, ладан, 40 свечей, черный хлеб, водка и золото, золотая вещь. Золотая вещь не должна быть ободрана, сломленная, она должна быть в нормальном состоянии. Пускай она не будет дорогущая, но она не должна быть такой, чтобы на лом сдавали. Итак, находим одноименную могилу. Если не можете найти, если человек другой веры и нету такой могилы одноименной, находите безымянную могилу. Идете туда после 6 вечера. Расставляйте 40 свечей на земле, ну, над надгробием, собственно говоря. 40 свечей. Зажгли. Открывайте водку. Плеснули чуть-чуть на погостную землю. Отломили хлеб. Положили рядом. Ложите икону у изголовья. Там, где должна быть схоронена голова умершего. У изголовья ложите икону и говорите: 40 мучеников, вы мучились, отмучились, вам не привыкать. 40 мучеников за такого-то мучились, а он от мучения освободился. Землей погостной заклинаю, души мученых призываю, через мертвую душу творю колдовство, 40 свечей горят, врата силы отворят, заберут его мучения, мученики помучились, а он отныне отмучился и освободился. Мертвец не встанет до дня судного, а мучения его к нему не вернутся. Мучение в погостной земле схоронила и на 40 замков навеки закрыла, ушла и забыла, да будет так. Небо ключ, замок земля. Аминь. С этим человеком отвернулись и ушли оттуда. Или этот человек, если он не пришел, вы сами это сделали, отвернулись и ушли. Буквально на следующий день, через 2-3 дня, полностью сойдет на нет
все вот все это мучение.